Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Евротрак Симулятор и American Truck Simulator. Мы рады сообщить о специальном дополнении к American Truck Simulator K8 V90 Legacy Edition. Этот грузовик, выпущенный ограниченным тиражом, является данью и уважением многолетнему наследию V90. Настоящая икона, которая с момента своего дебюта в 1963 году неотъемлемой частью дороги Северной Америки. Ссылочка на данный видеоролик будет располагаться в правом верхнем углу экрана. С момента выпуска было произведено более 280 тысяч единиц V90, и эта модель оставила значительный след в отрасли. В Legacy Edition мы чтим эту богатую историю, и для нас большая честь воссоздать эту специальную версию V90 для American Truck Simulator, чтобы все игроки могли испытать ее и насладиться ею. Внутри кабины вы найдете роскошный интерьер Black Diamond Beat с платиновыми акцентами и винтажной обивкой на задней стенке спального места. Отделка из древесины Raywood на приборной панели и дверях сочетается с логотипами K8 и элегантной платиновой строчкой. Мы также создали новые варианты интерьера в винтажном стиле для конфигурации. Дюймового спального вагона с плоской крышей и 86-дюймового спального вагона студии. Они включают в себя оригинальное сиденье, отделку в стиль того времени и оригинальную рулевое колесо с эмблему и платиновой строчкой. Снаружи V90 Legacy Edition отличается несколькими элементами дизайна, вдохновленного оригинальной моделью 1963 года, в том числе классическими эмблемами на капоте K8 и специальными цветными решениями, отражающими происхождение грузовика. Кроме того, мы предоставим ряд новых вариантов персонализации. К ним относятся бампер в стиле ретро, новый капот с украшенными выступами, выхлопная система в стиле ретро, задние брюс-головики с оригинальным логотипом K8 и современные воздушные фильтры, доступны как в украшенном, так и в хромированном варианте. Игроки также могут установить зеркала со встроенными поворотниками, новые варианты звукового сигнала и расширители кабины. На протяжении многих лет K8 V90 выпускали множество специальных версий грузовика, каждая из которых отличается уникальной краской. Мы рады сообщить, что мы точно воссоздали каждую из них, чтобы вы могли использовать V90 в American Truck Simulator в том числе. Полуночное солнце, золотой самородок, Liberty V200, Shasta, Yukon, значок, Yosemite, комета, версия Вид Edition металлический, Канада. Каждый из них создан, чтобы подчеркнуть уникальный дух этого легендарного грузовика. Мы надеемся, что вам понравится персонализировать свою машину с помощью этих культовых вариантов покраски. В рамках этого обновления мы добавили новый вариант кабины для K8 V90, 70-дюймовую спальную кабину с плоской крышей, а также классическое раздельное лобовое стекло. Эти новые дополнения совместимы со всеми существующими дополнениями с окраской и набором тюнинга V90, что дает игрокам полную свободу в настройке своего грузовика. Мы хотели поблагодарить наших добрых друзей с K8 Trucks за то, что они позволили нам выпустить специально лимитированное издание для виртуальных дорог American Truck Simulator. Мы знаем, как сильно нашим игрокам нравится управлять грузовиками V90, и мы гордимся тем, что участвуем в прощальном с иконой американских дорог. Не забудьте поделиться своими скриншотами, видео и многими другими с нами и K8 Trucks в социальных сетях, используя хэштег V90 Legacy. Мы будем рады их видеть и поделиться ими. Мы надеемся, что вам понравится путешествовать по дорогам в American Truck Simulator с K8 V90 Legacy Edition. До новых встреч, продолжаем. Мы снова в пути в Айове, чтобы поделиться с вами информацией о дорожной системе, которую вы увидите во время перевозки грузов в этом грядущем дополнении для American Truck Simulator. Если вы не читали первую часть этого блога, вы можете знакомиться с публикацией здесь. Без лишних слов, давайте посмотрим, что нас ждет впереди. Как многие из вас, вероятно, знают, весовые станции – обычное явление в США, и Айове не исключение. Эти контрольно-пропускные пункты следят за тем, чтобы груз соответствовал установленным законам ограничениям по весу, помогая предотвратить повреждение дорог и проверяя наличие у водителей грузовиков необходимых документов. В Айове вы встретите их как большие, так и маленькие весовые станции, поэтому не забывайте заезжать на них, когда это необходимо.
Еще одна важная остановка, которую дальнобойщики должны регулярно делать, это остановки для отдыха, которых в Айове недостаточно. На таких остановках есть удобства и зоны отдыха на открытом воздухе для водителей, что обеспечивает безопасный и комфортный отдых во время длительных поездок. Перекрестки бывают разных форм и размеров, а в Айове есть несколько довольно уникальных. Отличный пример — знаменитые ворота в Айову и город Каунсил Блаффс. Они называются Одиссеей Пейли и состоят из 4 отдельных скульптур высотой до 18,5 метров, выполняя их из бронзы, стали, кортен и нержавеющей стали. Это определенные достопримечательности, которые водители не могут пропустить. Строительные площадки свидетельствуют того, что Айова продолжается развивать инфраструктуру, промышленность и жилищное строительство. Вы найдете множество вакансий, предлагающих возможности доставлять столь необходимое оборудование и материалы. В путешествии по штату Айове также увидите различные строительные площадки и дорожные работы. Мосты в Айове — это не просто функциональное сооружение для достопримечательности. Многие жители Айовы, возможно, знакомы с выдающимся синим Мормонтским мостом, который пересекает реку Миссури. Еще одно примечательное сооружение — Арсальский мост, уникальный двухъярусный мост, по которому на верхнем уровне приходят 2 железнодорожных линии, а по нижнему — автомобильное и пешеходное движение. Он также пересекает одну из крупнейших рек США — Миссисипи. Мы надеемся, что вам понравилось путешествовать с нами по дорогам и осматривать достопримечательности, автомагистрали, перекрестки, остановки для отдыха и многое другое, с чем вы столкнетесь в Айове. Обязательно следите за последними новостями о разработке, подписывайтесь на нас в социальных сетях или подпишитесь на нашу рассылку. А пока, если вам нравится то, что вы видите, добавьте дополнение Айове в свой список желаемых в Steam. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Ссылочка на Айову будет находиться в описании данного видеоролика. И назад мы объявили, что собрали специальную команду, которая сейчас работает над проектом автопутешествий для американского симулятора грузовиков. Теперь мы хотели бы обратиться к нашему сообществу за помощью, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Чем вы можете помочь? Если у вас есть доступ к любым из перечисленных ниже транспортных средств и вы готовы позволить нам записать с их помощью звуки, мы будем очень признательны за вашу поддержку. Мы понимаем, что владельцы дорожат своими автомобилями и могут сомневаться, стоит ли доверять их кому-то другому. Но не волнуйтесь, мы отнесемся к каждому автомобилю бережно и с уважением. Мы просто прикрепим несколько маленьких микрофонов, выезжающих на машине, на короткую прогулку и записывать звук двигателя на разных оборотах, коробки передачи, выхлопной системы и так далее. Мы будем использовать только один микрофон рядом с выхлопной трубой, который прикрепим скотчем, чтобы не повредить краску. Остальные микрофоны будут находиться в мониторном отсеке в салоне. Кроме того, чтобы записать эти звуки максимально приближенными к тому, как они звучат на заводе, нам нужно, чтобы автомобили были без изменений. Ford, Toyota, Nissan. Уклоняйся. Если у вас есть доступ к какому-то либо из транспортных средств и вы готовы нам помочь, не стесняйтесь, обращайтесь к нам по адресу. Мы будем рады обсудить возможную компенсацию. Кроме того, не забудьте подписаться на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и YouTube, чтобы не пропустить важную информацию. Или вы можете подписываться на нашу рассылку, пока продолжайте в том же духе. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛСВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Только что вышло первое дополнение к карте Illusion для American Truck Simulator. Сегодня мы хотели бы показать вам несколько постоянных для грузовиков, над которыми работал наш дизайнер карт, так что давайте взглянем. Автозаправочные станции являются неотъемлемой частью транспортной отрасли и служат не только для заправки топлива, они предоставляют водителям, работающим на дальних маршрутах, удобное место для отдыха и соблюдение обязательного периода отдыха, который требуется после весьма часов пути.
Эти первые 3 остановки для грузовиков расположены в непосредственной близости от города Блумингтон, прямо в центре штата Прерии. Каждый из них вдохновлен своими реальными прототипами, и наша команда картографов постаралась воссоздать их с максимальной детализацией. Один из расположенных на шоссе I-55 нам есть большая заправочная станция, парковка для грузовиков и легковых автомобилей, и даже небольшая площадка для выгула собак. Другой находится на шоссе USA-50, и хотя это не такое большое, там есть все, что может понадобиться в дороге, включая супермаркет и ресторан. Если вы поедете на северо-запад от Блумингтона, то найдете третий заправочный комплекс недалеко от города Пеория, за большой парковкой для грузовиков. Двигаясь в северную часть штата Иллюзион, вы можете встретить еще одну остановку для грузовиков возле города Рокфорд на шоссе I-39. Там вы точно найдете место для отдыха, так как там огромное количество парковочных мест для грузовиков. Мы бы не хотели оставлять без внимания юг штата Перерии, поэтому если вы путешествующий по штату Дуайт де Эрхаузера, обязательно остановитесь на стоянке для грузовиков возле озера Ренд, так как вам наверняка захочется провести там некоторое время, наслаждаться окрестностями Иллюзиона, двигаясь дальше на север по этой дороге. Вы найдете еще одну приятную установку возле города Эффингем. Мы надеемся, что вам понравится ваше пребывание в этих апартаментах в штате Перерии. Просто помните, что дополнение все еще находится на ранней стадии разработки, поэтому все, что вы здесь видите, может измениться до выхода. Если вы не с терпением ждете возможности прокатиться там на грузовике, обязательно добавьте это дополнение к карте в свой список желаемых в Steam. Не забывайте следить за нашими обновлениями в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и YouTube. Мы также будем очень признательны, если вы подпишетесь на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе событий. Даже если вы не можете следить за блогом или нашими социальными сетями, мы увидимся с вами в дороге. Ссылочка на данный DLC будет расположена в описании данного видеоролика. По мере того, как мы продолжаем развивать и расширять мир Euro Truck Simulator 2, мы постоянно ищем способы улучшить производительность, стабильность и общее впечатление от вождения. Одним из шагов в этом направлении появляется серьезное изменение, которое происходит в глубине системы и влияет на то, как игра загружает и обрабатывает данные в реальном времени. Чтобы все сделать правильно, нам нужна ваша помощь. В последнее время мы усердно работали над внедрением капитального ремонта в способ загрузки и обработки данных нашей игрой новой экспериментальной системы, которую мы называем асинхронной загрузкой. Эта система разработана для улучшения процесса загрузки и гарантирует, что экран игры и загрузки остаются непрерывными, пока ресурсы загружаются в фоновом режиме. Основным преимуществом здесь является уменьшение заикания, что в целом обеспечивает более плавный процесс работы. Однако из-за сложности и широкого влияния этой системы на многих аспекты игры нам нужно действовать осторожно и убедиться, что все работает должным образом в широком диапазоне настроек. Это, в свою очередь, можно привести к неожиданному поведению, например, к падению частоты кадров, необычным последовательными загрузками или странными проблемами при использовании таких функций, как быстрое перемещение. Вот почему нам важно протестировать это изменение в максимально широком диапазоне условий, включая различные конфигурации оборудования. Для этого сегодня мы запускаем совершенно новую экспериментальную бета-версию Euro Truck Simulator 2 с новой системой загрузки. Мы хотели бы пригласить вас, наше лучшее сообщество, помочь нам на этом этапе тестирования. Чем больше вас будет участвовать, тем больше информации мы сможем собрать и использовать. Независимо от того, используете ли вы высокопроизводительное оборудование или более скромную конфигурацию. Ваши отзывы невероятно важны для нас, поскольку они помогут нам убедиться, что эта важная функция стабильна, надежна, готова к будущим обновлениям. Пока вы исследуете бета-версию, мы просим вас обращать внимание на все необычное или неожиданное. Мы особенно ждем сообщения о странном поведении, которое может быть связано с загрузкой внутриигровых элементов, таких как ландшафт, модели, ресурсы, грузовики, прицепы, грузы, вес, физика и даже экономическая система. Любая нестабильность или сбой, даже незначительные, могут помочь нам определить, где требуется улучшение. Внимание! Внимание! Однако мы хотим подчеркнуть, что из глубины изменений в этой бета-версии это потенциально могут повлиять на ваше сохранение файла. Поэтому мы настоятельно рекомендуем создать новый профиль специально для экспериментальной бета-версии. Это позволит вам исследовать и тестировать новый контент, не подвергая риску свой текущий прогресс и профили. Если вы хотите принять участие в этой экспериментальной бета-версии, вы можете найти ее в ветке.
Экспериментальная бета в Steam. Чтобы получить к ней доступ, выполните следующие действия. Клиент Steam, библиотека, щелкните правой кнопкой мыши по Euro Truck Simulator 2, свойства, вкладка, бета-версии, выпадающее меню, участие в бета-версии. Эксперимент бета. Пароль не требуется. Иногда вам придется перезапустить клиент Steam, чтобы увидеть правильное название ветки. Если вы столкнетесь с ошибкой или другой проблемой, мы просим вас отправить отзыв на наш официальный форум. Вместе с подробной информацией о вашем оборудовании в идеале прикрепите файл GameLogX, расположен в папке ETS2. Это очень помогает нам при воспроизведении и диагностике проблем. Хотя эта экспериментальная бета-версия в первую очередь ориентирована на тестирование асинхронной загрузки, вы заметите несколько других функций, которые также включены в эту сборку. Это дополнение все еще находится в разработке для предстоящего обновления 1.55, поэтому пока они есть, мы убедительно просим вас не заострять внимание в своих отзывах на этих функциях до открытого бета-тестирования, о котором мы объявим здесь, в нашем блоге. С учетом сказанного, мы хотели бы немного рассказать о некоторых других материалах и изменениях, которые включены в эту экспериментальную бета-версию. Те, кто решит принять участие в этом экспериментальном бета-тестировании, также получат эксклюзивный доступ к следующему главе нашей серии Академии вождения. Мастерство вождения грузовика. Если вы следите за нашими стримами и блогами, то знаете, что мы уже давно намекали на это. Этот новый набор испытаний позволит вам отточить свои навыки вождения до предела. Мы также начали внедрять обновленный экран почти с более понятным интерфейсом и улучшенным удобством использования, особенно для тех, кто управляет устройством с помощью контроллера. Наконец-то на карте мира появилось удобное новое сочетание клавиш. Нажимая на клавишу F, теперь мгновенно центрирует карту по текущему местоположению вашего грузовика. Вскоре мы расскажем подробно о каждой из этих функций, а также подробнее рассмотрим другие изменения в полном версии 1.55 Open Beta. А пока мы будем очень признательны, если вы поможете нам протестировать и доработать новую систему загрузки. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто решит принять участие в этом экспериментальном бета-тестировании и помочь нам сформулировать будущий Euro Truck Simulator 2. Ваше время, отзывы и преданность делу очень важны для нас. И именно благодаря вашей постоянной поддержке мы можем расширять границы возможностей нашей игры. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Сегодня мы рады представить новый эпизод нашей серии Toyota Road. Присоединяйтесь к нам в Гетеборге, Швеция, где мы проведем экскурсию по World of Volvo, совершенному новому автомобилю, музею и центру впечатлений, в котором рассказывается о наследии Volvo Cars и Volvo Groups. Присоединяйтесь к Оскару, нашему директору по глобальному партнерству и Павелю, гиду World of Volvo, чтобы исследовать помещения и выставки музея World of Volvo площадью 22 тысячи квадратных метров, выполнены в скандинавском стиле. От использования натурального дерева до больших окон, наполняющих окружающий мир. На выставке представлены культовые транспортные средства, интерактивные арт-инсталляции и практические занятия, в том числе возможность управлять настоящим электрическим экскаватором, проверить свою устойчивость на движущемся автобусе или перештировать лодку в виртуальной реальности. Каждый найдет для себя. Ссылочка находится в правом верхнем экрана. Мы невероятно благодарны Павелю и команде World of Volvo за то, что они показали нам все вокруг и позволили нам снять это и поделиться с вами, а также за их теплое гостеприимство и во время нашего визита. Мы надеемся, что вам понравится этот эпизод, и мы оценим вашу постоянную поддержку этой серии. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь, поставив лайк и поставьте комментарий. Мы будем рады услышать ваше мнение. Скоро мы увидимся вас в следующем эпизоде, а пока продолжайте в том же духе. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Ну что, дорогие друзья, вот такая новостная неделя получилась. С вами был, как всегда, я, Михаил Пейкмейкер, разработал действия, которые видите прямо сейчас на ваших экранах, а именно лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.